Всех приветствую, друзья, на своем канале. Меня зовут Давид, и сегодня мы поговорим о настоящей истории Павла Дурова. Гений это или преступник? Давайте начинать. Когда мы слышим имя Павла Дурова, перед нами сразу встает образ талантливого создателя, амбициозного предпринимателя и, возможно, одного из самых загадочных и независимых людей в мире IT. Кто он? Блестящий новатор, подаривший миллионам свободу общения, или слишком дерзкий игрок, готовый рискнуть всем ради собственных идей? Сегодня мы раскроем настоящую историю Павла Дурова и узнаем, что же стоит за его успехом. Смотрите этот ролик до конца, вас ждут неожиданные факты и детали, которые покажут, насколько этот человек интересен. И, кстати, если хотите больше таких вдохновляющих историй и советов, которые помогут вам менять мышление и находить новые горизонты для себя, обязательно подписывайтесь на этот канал и также не забывайте про мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Здесь вы узнаете не только об успешных личностях, но и получите качественные советы для работы, мотивации и поиска своего пути и вектора. История Павла Дурова начинается в Санкт-Петербурге, где он родился и вырос. С детства он был окружен интеллектуальной атмосферой. Его отец был профессором филологии, а брат талантливым программистом. Именно брат Николай, известный математик и программист, стал для Павла первым наставником в мире информационных технологий, конечно же. Интерес к компьютерам у Дурова проявляется в школьные годы, когда он создал несколько сайтов и приложений для друзей. Представляете, в школе уже начать создавать сайты. Ну, я считаю, он заслужил респект от друзей. Этот талант и стремление к независимости вели его вперед. И уже в университете Павел начал работу над проектами, которые привели его к успешному созданию одного из крупных интернет-проектов. Вы все про него знаете. В 2006 году Павел вместе с братом Николаем основал социальную сеть ВКонтакте, ну или как называют ее сейчас ВК, которая быстро стала популярной. На тот момент это был один из первых крупных проектов, дающий пользователям возможность делиться музыкой, фотографиями и статусами, прямо как на американском Facebook, но адаптировано для русскоязычных пользователей. ВКонтакте сразу завоевала популярность благодаря своему интуитивному, простому интерфейсу и уникальностью возможность делиться медиафайлами. Интересный, кстати, факт. Павел лично принимал участие в создании каждой из функций ВК, от дизайна до алгоритмов рекомендаций. Этот подход позволил проекту быстро вырасти и стать крупнейшей социальной сетью в России. Но одновременно, как обычно, с успехом приходило и внимание со стороны более крупных игроков и властей. Павел не раз говорил, что принципиально отказывается от монетизации через агрессивную, жесткую рекламу и внедрение цензуры. Это породило у него первых серьезных противников, что не раз ставило под угрозу его свободу действий. В самом начале своего пути Павел проявлял себя как лидер, готовый пройти против системы и следовать своим принципам, что вызвало уважение и восхищение. Ну, лично у меня так и есть. Но были и те, кто считал его слишком радикальным и непокорным. Именно эти качества стали причиной множества слухов и домыслов вокруг его личности. Кстати, ребят, если хотите узнать об историях людей, которые не побоялись пройти против своих правил, чтобы достичь своих целей, оставайтесь с нами. Наш канал — это источник вдохновения и практических советов для тех, кто стремится к независимости и хочет изменить свою жизнь. Поэтому обязательно подписывайся на этот канал и переходи в мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании, а мы продолжаем. Телеграм — новая глава и международное признание. После продажи своей доли ВКонтакте в 2013 году Павел переключился на новый мессенджер Telegram, который стал его новым вызовом и страстью. Telegram был основан на идее абсолютной конфиденциальности и безопасности для пользователей. Дуров часто подчеркивает, что не готов идти на компромиссы в вопросах свободы общения. Поэтому с самого начала проект создавался как полностью защищенный и независимый от третьих лиц мессенджер. Telegram предлагал не только защищенное общение, но и уникальные функции, о которых мы все с вами знаем. Это каналы, это Telegram-боты, группы с тысячами участников. Многие пользователи высоко оценили Telegram за его надежность и отсутствие рекламы. Постепенно мессенджер стал международной платформой с сотнями
миллионов пользователей по всему миру. Павел добился своей цели, создал инструмент, который позволяет людям общаться свободно, независимо от местонахождения. Его принципы и стремление защищать пользовательские данные привлекли к Telegram много внимания. Конечно. Telegram стал инструментом для тех, кто ищет анонимность и безопасность, и одновременно объектом критики. Тех, кто считает, что платформа позволяет злоумышленникам действовать безнаказанно. Гений или преступник, давайте все же разберемся. Мнения об успехе Павла Дурова разделились. Кто-то считает его настоящим гением, который смог поднять уровень конфиденциальности и свободы. Ну а кто-то преступник, дающий возможность безнаказанно распространять информацию и действовать вне правил. Павел часто сталкивался с тем, что его обвиняли в нарушении общепринятых норм. Но его ответ всегда был четким и строгим. Telegram – это платформа для свободного общения и не намерен нарушать принципы анонимности своих пользователей. Для одних Дуров стал символом свободы, инноватором, продвигающим идею децентрализации информации. Он активно выступал за независимость платформы и отказ от вмешательства третьих лиц, что делает его проекты уникальными. Для других он стал объектом критики и недовольства, ведь его подходы часто противоречат стандартным методам управления и контроля. Павел предпочитает вести бизнес с позиции минимального вмешательства, уважая выбор каждого. Именно это делает его историю особенной. Он не боится риски. И несмотря на сложности, идет своим путем. Telegram и сегодня остается символом его убеждений и верности идеям, которые он продвигал с самого начала своей карьеры. Павел Дуров — это личность, которая вызывает множество противоречивых эмоций. Его история — пример того, как можно создать собственный путь в мире высоких технологий, следуя своим принципам и не поддаваясь на давление. Дуров показал, что успешные проекты рождаются из дерзости и верности своим идеалам. Сегодня он остается одним из самых узнаваемых и загадочных предпринимателей, чья личность вызывает восхищение и порой недоумение. И если эта история вдохновила вас, и если вы хотите узнать больше о людях, чьи идеи изменили мир, и о том, как вы тоже можете использовать свой потенциал, то обязательно подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк на это видео. А также не забываем про мой телеграм-канал, который находится по ссылке в описании. Там ты найдешь больше информации о том, как начать дополнительно выходить на доход и развивать свой потенциал. Я тебя буду ждать. И обязательно оставляй комментарий, кто же все-таки для тебя Павел, гений или преступник. Лично для меня гений.